Доброго времени суток. Сегодня я вспоминал о Геннадии Ильиче Хацкевиче. Вот первая позиция из его тетради. И вот я все думал, откуда он брал энергию. Потому что, кто еще помнит Геннадия Ильича Хацкевича со старшего поколения, то есть, он достаточно такой был, я не знаю, как это сказать, достаточно такой массивный. Конечно, был у него лишний вес, очень сильный переизбыток веса. Что поразительно было, что достаточно он энергичный такой был. И очень много, анализировал, много очень аналитики. Прекрасный был аналитик. Я даже с Аркадием Ивановичем Плайкиным разговаривал, то есть он очень, о Геннадии Ильиче как-то, и очень высокого мнения об его аналитических способностях, но понятно, что он, я считаю, что написал одну из лучших книг сейчас на данный момент в истории, это 25 уроков шашечной игры. Многие даже признают по позиционной игре, что это лучшая вообще покуда книга на данный момент. Кто-то может соглашаться с этим, кто-то нет. Есть по-своему книги, интересная, но книга, конечно, очень хорошая. До сих пор она очень актуальна, по ней до сих пор учатся. И я все думал, откуда столько энергии. Самое интересное, что он умел, то есть, опять я об своем дофамине, можно сказать. То есть, с одной стороны, его очень сильно увлекали шашки, то есть эта аналитика, когда видно аналитика, шашечная аналитика надоедала, то есть он был заслуженный учитель Республики Беларусь, кто не знает, математик, то есть он работал и в институте, и в школе работал, кстати, он в школе работал в той школе, где моя племянница училась, но она позже уже училась, что Геннадия Ильича не было, и Полина Петрусева там проходила в свое время учительскую практику. Поэтому Минск такой маленький город. Важный, конечно, момент, что как-то он переключался между шашками и математикой. По шашкам, кстати, у него были очень большие аналитические работы. Я уже говорил, что у меня тетради остались. Я пару тетрадей отдал. То есть, очень серьезная аналитика, при том, что компьютеров не было. Очень все интересно. И там такие схемы, даже у меня есть, иногда смотрю тетради, схемы такие анализировались, конечно, я даже не мог подумать, что в те годы анализировались такие схемы, которые есть в тетрадях. Итак, давайте смотреть первую позицию. Черные пошли FG5. И как бы вы думали, пошли белые. Кстати, компьютер здесь у меня еще показывает интересный ход CD2. Самое интересное, что CD2 показывает ход. И на GH4, кстати, да, интересный момент. Компьютер, видите, компьютер показывает, здесь, да, это признаю, это очень хорошую показывает идею. Если ходить сюда, то получается такая тоже позиция, да, момент такой интересный. Компьютер, кстати, искусственный интеллект вмешивается во все. Видите, хорошая очень позиция получается за белых. Но авторская такая была задумка. FG5 и AB4. То есть, на этот ход был эта идея, а на GH4 тоже идея, которую я уже показывал, собственно говоря. ED. И такая мысль была. Видите, ходить некуда. Давайте посмотрим по авторскому, что авторскому, можно сказать, плану, что было написано в тетради. FG5.
Ну и так далее. Но давайте посмотрим здесь моменты некоторые. Вот эти вот были ходы. Ну вот видите, плохие шашки. Единственное, что как реализовать, наверное, я не знаю. Вот этот вот, скорее всего, план даже может быть. То есть я здесь вот уже не вижу, как ходить за черных. То есть провисает вот эта группировка. И на Fe5 GH надо. И вот играть на эту, видите, слабость. Здесь большая слабость. Надо развить как-то вот эти шашки черных. И шашки нету F8. Вот как я неоднократно говорил. Тут, наверное, процентов, ну я навскидку говорю, ну процентов 95 позиций, что если много шашек, то когда шашка на А6 вот здесь вот и нету на H8, то они выигрываются. Но есть исключения, естественно, но статистика практически где-то, я думаю, что такая, 95%, если много шашек, то есть в районе уже 8-9, если вот такую позицию получаем, когда шашка на А6, то она выигрывается. Так, дальше давайте посмотрим. Ну, это уже эта позиция. По-моему, Иван Такусаев играл. Давайте уже покажу эту позицию. Она встречалась, в принципе, и я где-то вот это с телеграм-канала, здесь с каких-то телеграм-каналов взял. Здесь черные ходят DC7, и здесь очень симпатичная тактика за белых. CD. Я здесь уже по ходу я просто записывал, но решил вам все-таки показать. Ну и вот такая вот симпатичная идея была. Это, по-моему, в телеграм-канале публиковалось, в телеграм-канале, ну вот, якутском телеграм-канале. Так, вот я уже несколько раз даже записал. А вот сегодня тоже интересный момент. Встретился фрагмент в партии, но выигрыш такой. EF4, грозим. ED4. BA5, хочу пойти в дамки. DC7 и вот именно CD2. Но и непонятно здесь как ходить. То есть если ходить сюда, то можно даже никуда не спешить, GH2 пойти и дождаться, что тут скажут черные. Потом на этот ход DE, ну, естественно, ED4 и так далее. Так, вот эту мы позицию чуть-чуть не будем смотреть. Вот тоже очень интересная позиция. Получилось, тут белые неправильно пошли HG3. И давайте я поверну за черных. Тоже симпатичная позиция такая. Можно давать как учебную. CD6. Ну, давайте все ходы посмотрим. GF4. Вот здесь очень интересный момент. Очень интересный момент. Я еще раз повторю. Есть такой ход и так. И кажется, что выиграно. То есть непонятно, что делать. Но вот здесь вот есть тактика. У белых есть тактика. Вот такая. Ну и позиция, естественно, ничейная. То есть гаражу занять главную дорогу. Ну, если так, то опять вот так вот возвращаемся. Такой момент. Вот BC7, видите, это ошибка BC7. А здесь просто надо BA7 пойти, и вот этой тактики нету, и выиграно. Видите, то есть неудачно как расположены белые шашки. Дальше CD4 ход. Отбиваемся, и на GF4 вот DE5. То есть бить нельзя две, а если одну бьем, то получается сюда. И вот позиция последняя будет на сегодняшний день. Я, кстати, вот сегодня в тренировках еще использовал. И несколько ученики сказали правильное решение. Но
И я, кстати, сказал неправильное решение вот в этой позиции. Но здесь понятен первый ход, естественно, d4, e5, dc. Если вот этот ход, то здесь надо ходить вот сюда. То есть этот момент, потому что если пойти вперед, то получается вот не будет ходов у белых. cd4 надо будет. Понятно, что позиция ничейная, но ничья это не то, что хотят белые. Вот так, здесь. Ну, здесь опять вот АБ4. Хотя мне сегодня вот показывали, я виноват тут перед учениками. Потому что показывали этот ход, но я что-то убедил на другой ход, но это в другой чуть позиции. То есть я тут предложил ЕД4, но вот ЕД4 как раз-то ничейный ход, потому что ходим ЕФ, и вот заканчиваются ходы. Там в других вариантах тут как раз-то плохо, а здесь у белых заканчиваются ходы, ничего нету. Ну, а здесь просто АБ4 надо пойти. И непонятно, что делать. Ну, то есть ЕД6, тогда вот этот ход сюда, а на сюда FE5 и вот такое вот решение. Итак, на сегодня все. Продолжаем тему дофамина. Может, кому-то уже чуть-чуть надоела эта тема, но вот у меня там еще есть пару моментов, я думаю, что интересных, которые следует рассказать. И вот я обращаюсь к стоклеточникам, кто там, может, смотрит на других языках, хочет посмотреть. Были вопросы, то есть пишите под видео, посмотрели какое-нибудь видео, которое вас интересует, потому что стоклетки очень много видео учебных идей, которые полезно знать, и если, в принципе, вас заинтересует это видео и на другом языке, то если будет возможность, то есть автор вот таких вот автопереводов, то я постараюсь перевести видео. Если не будет возможности, то возможно, что как-то есть момент перезакачать это видео тоже. То есть, если там вот у меня отдельно, конечно, неудачные эти видео есть, где русский с английским, конечно, очень все неудачное. Я как-то думал вот именно преодолеть вот этот вот барьер перевода. Ну, там, конечно, совсем все неудачно получилось. Но если видео, то есть нормальным на русском, то можно как-то их перезакачать, видно. Итак, до новых встреч.